Че, мы едем, не? Поехали. Ну что, сегодня у нас второй визаран. Напоминаю, что такое визаран. Мы не можем находиться в Черногории больше, чем 30 дней. Поэтому мы должны раз в 30 дней выезжать из страны. Куда угодно. Можно в Боснию и Герцеговину, в Хорватию, в Албанию, куда угодно, в Сербию. И можем заезжать обратно. И вот сейчас мы едем в столицу Сербии, город Белград, где планируем, кстати, провести фан-встречу с фанатами Дина. Чего-то сегодня как-то туманно. Короче, без приключений все-таки не удалось, да? Офигеть вообще. Мы вот за этим грузовичком уцепились и стараемся за ним следить. Он большой, его хорошо видно. Show must go on! Ну что, совсем распогодилось. Я надеюсь, что к Сербии, может быть, и солнышко появится. А вот это, судя по всему, та самая Горица. Гора Горица, от которой и пошло название города Подгорица. Ну, такая достаточно непримечательная. Вон на ней памятник там стоит. Но пока вот в Подгорице не видно чего-то столичного. То есть Москва столичный город, Питер столичный, Варшава столичный, да, а как-то пока Подгорица не столичная. Мы убрали нашу GoPro, упаковали ее как только могли, опять в заводскую упаковку. В надежде, что у нас в этот раз все-таки получится оформить tax-free. Обязательно посмотрите видео по подсказке о нашем прошлом визаране. И там будет рассказ о том, что мы не так сделали и почему у нас не получилось оформить tax-free в прошлый раз. Да, ущелье капитальное вообще. Прикольно то, что мы вот здесь еще не были. Сразу таки. Ага, да, сразу. Что здесь происходит? Очень красиво. Очень красиво, да. Просто вот этот дух дороги, это такой кайф, когда по новым местам едешь. Ты никогда здесь не был. Ты, блин, для себя открываешь это впервые. Это супер. Смотрите, какой мостище. Вам видно? А вот только строят. Вон кран, видишь? Да, это новый мост какой-то. Офигеть. Ну, отсюда выглядит офигительно просто. Кстати, обратите внимание, виньетки до сих пор на месте. Надо как-то собраться прям с силами, выйти со стеклоочистителем и отклеить их. Это просто всю волю в кулак надо собрать. Фух. Офигеть. Что-то я вообще не верю, что мы здесь едем. Как я понял, из Бара в Белград ездят поезда, и многие визаранят именно так, на поездах. Было бы тоже интересно, конечно, прокатиться так. Ура, мы выехали из циклона, посмотрите, какая красота. Солнышко, привет. Ну, конечно же, мы не могли не попасть в зону ремонта дороги, а? Найс. Да-да. Права надо? Не надо. Ладно. Tax-free. У вас? Там? А можно выйти и пройти, да? Ага, Пала. Ира пошла оформлять tax-free. Надеюсь, что в этот раз у нас все получится. Все, поставили печати? Да, поставили. Потешь. Все нормально. Вообще без каких-либо проблем. Все, посмотрите. Вот, получается, наш документ на tax-free. Печать. И здесь, получается, нам должны вернуть 85 евро. Че, Руссия, да? Москва. Я говорю, нет, не Москва. Не Москва. А что, в России есть еще города другие, да? Добро дошли. Что это такое прикольное? Какая-то штука. Вообще в скале, да? Так это ж там, наверное, поезд. Прикинь. Потому что вот дорога, да. Все-таки Офигеть. поездом очень красиво. Сербию. Такая граница странная какая-то. Это Да, что-то они перестраивают. Переделывают, да. Россия. Да.
Хвала. Оба получили штампы. Можно теперь спокойно, с чистой совестью ехать в Белград. Динусе, как всегда, никто не поинтересовался. Ну Он да. там шифруется, лежит. Короче, зря 4 евро за справку ему заплатили. Да. Здесь все перестраивается, все строится. Ты что, нелегал? Говорю, по ходу. Там даже собаки разбирались, а ты не прореагировал. Да ну нафиг, скажи, на таможне еще это лаять, шухер наводи, да? Эти уже 3:30, уже темнеть начало. Это вот, как всегда, обидно. Что полпути проведем по темноте. Уже хочется, чтобы световой день увеличился. Скучали по моему носу, скажи. Ай, котенок. Вообще по дороге едем, и складывается впечатление, что не очень чисто в Сербии. Но вот, судя по всему, это не впечатление. Вонище страшно. Вот, полигон ТБО и жгут мусор сразу. Ужасно просто. Черногория как-то почище все-таки. Какой прикол. На улице плюс 12. Плюс 11. Но только что было плюс 12. А вон снег сколько. Вот это вот реально прикольно смотрится. А снег идет. А снег идет. По щекам мне бьет, бьет. Да, я думаю, что через полчасика будет уже вообще темно. А нам еще ехать 250 километров. Можно было бы раньше, наверное, выехать из Будвы, но так поспать хотелось. Выехали на автобан в Сербии. Ограничение 120 километров в час, платная дорога. Что Заяц думает по этому поводу? Что такая прикольная, да, старая улица? Все, добрались мы до отеля, зарегистрировались, все нормально. Но тут очень темно. Я завтра вам тогда рум-тур сниму. Вот так, номер нормальный. В темноте, по крайней мере. Получается, в самом центре поселились. Посмотрите, тут моя любимая брусчатка. Обожаю такие дороги. Первое впечатление о Белграде. Столично. Ну, как в Санкт-Петербурге. С собакой гулять совершенно негде. Все в камне. Ого, посмотрите, как здесь интереснее. Сейчас. Вообще, эта улица Скадарская, она вся практически состоит из всяких кафешечек, ресторанов, пивных. Еще здесь много всяких галерей, антикварных лавок и тому подобное. Что-то ходим, сейчас все вот исписано вот такими вот беспонтовыми граффити. Ну, вот это вот прям шедевр. Смотрите, Сбербанк. Офигеть, сколько леденцов всяких. Ну, мы сильные. Это когда-то была карта для ориентации по городу. Попробуйте что-нибудь разобрать через граффити. Вот что называют цивилизация. Зайдем? Да нет, пошли. Получается, Биг Мак стоит $3, 190 рублей или 2,72 евро. Это вот интересная статистика, можете выводить индекс Биг Мака. В общем, Мак-тест не пройден. Кофе горький, бургер сухой, да еще и дороговато. Вот приедем в Россию, я вам покажу, что такое настоящий Макдональдс. Опять все в граффити. Вообще справиться с этим можно единственным способом – все вымыть. И когда будет чисто, уже не будет желания все так гадить. А это река Сава, один из притоков Дуная. Мы уже проезжали эту реку, когда переходили границу Хорватии и Боснии и Герцеговины. Газпром. Национальное достояние. Вы, наверное, сейчас скажете, что мы очень странные туристы. Первый день, первые часы в Белграде, и вместо того, чтобы идти на достопримечательности, мы идем в торговый центр. Как думаете, зачем мы здесь? Смотрите, сделали под цвет нового айфона. Моя прелесть. В итоге мы купили 400 капсул на $267 или 17 тысяч рублей. Это получается дешевле, чем в России. В России мы бы накупили то же самое на 19 тысяч. То есть цены на кофе здесь ниже, на эспрессо. А вот в Макдональдсе дороже. Странно. Что-то еще какой-то у них такой прикол, так жарко, что в торговом центре, что когда мы пришли в отель, было так жарко, натоплено, пришлось открывать окна, все проветривать. Во всех кафешках, в Макдональдсе просто везде жарко. А вот это на эспрессо сделали нам такой подарочек.
Но не стыдно за такую покупку делать такой подарочек. Я думаю, в следующие разы это будет уже не так интересно, когда у нас кончится кофе. Поэтому Неспрессо, если нам не заплатите, это был последний раз. Старый Белград. Новый Белград. Старый Белград. Новый Белград. А как непривычно видеть российский триколор кверх ногами. Срочно все отмыть, ребята, ну вы чё? Еще один Сбербанк. Сбербанк — это крупнейший российский банк, и у каждого есть карточка Сбербанка, что очень удобно, потому что можно за какие-то мелкие услуги оплачивать переводом с карты на карту мгновенно. Очень удобно и классно. Дождик припускает, а у нас и зонтик, и дождевик, все в машине. Спецсредства. Ну, как он воняет резиной. Красотка. Тебя можно на обложку Walk. Сейчас будет следственный эксперимент. Мы возьмем карту Сбербанка и попробуем в Сербии, в Сбербанке снять деньги. Посмотрим, будет ли у нас комиссия. Покажи деньги местные. Это 250 рублей примерно? Нет, это 400 рублей. Это 400 рублей примерно. Блин, их потратить надо будет. Куча денег. Комиссия получилась 2 рубля 62 копейки. То есть комиссия это смешная, но непонятно, все-таки это комиссия за снятие или комиссия за конвертацию. Ну, в общем, имейте в виду, видимо, в банкоматах Сбербанка в других странах снимать достаточно дешево деньги. А так хотелось на них наехать, сказать: ах вы конченые, как смеете вы с нас снимать комиссию. А сейчас мы отправимся в Калимегдан. Там парк, крепость и памятник победителю, победник, как его здесь зовут, где состоится сегодня встреча Дина с фанатами. Погода, конечно, шепчет просто: бегом, бегом навстречу. Но все равно все пройдет, надеюсь, все будет хорошо. Если что, как мы поняли, страна очень pets-friendly, город pets-friendly. Может быть, в какую-нибудь кафешку сядем. Вообще здесь гораздо больше собак, чем в Черногории. И одна из первых собак, которую встретили, была такса. А вот он и Калимегдан. Все, как я люблю. Брусчаточка. Ой, не брусчаточка. Смотрите, какательные пакетики для собак. И даже есть наличие. У нас в России их забирают бабушки. Они им нужнее. Зачем? Я не знаю, что они с ними делают, но как только их закладывают, сразу прибегает толпа бабушку, забирает. А тут, наверное, красота летом и весной. Смотрите, слева река Сава впадает в Дунай. И на слиянии этих двух рек стоит памятник победителю. Смерть фашизму, свобода народу. Вообще, встречу надо было вот здесь назначать. Посмотрите, какое классное место. Ну, кто бы знал, да? Нужно, чтобы, конечно, кто-то местный помогал в организации встреч. Посмотрите просто, как офигенно. Вот так вот мы любуемся памятником победнику, одной из главных достопримечательностей Белграда. Супер. Так, еще раз, вот это вот Сава, а вот это все, это Дунай. Не знаю почему, но мне всегда хотелось побывать на Дунае. На уроках истории казалось, что так много событий здесь произошло. А сейчас пытаюсь вспомнить, и ничего в голову не идет. Давай, ты же историк. Крепость, конечно, шикарная, а? И сохранилась как великолепно. Несмотря на то, что ее захватывали более 40 раз. Вообще место офигенное. Полазить, посмотреть. Супер. Илья работает масштабной рейкой. Русские? Русские. Да. Добрый день. Мы купили билетики по 50 динов, динары местные деньги, и поднимаемся на башню обсерваторную. Атмосфера тут просто офигительная. Что, работает? Ага. А куда смотреть? А если бы мы пришли сюда ночью, можно было бы поразглядывать звезды, но уже за 100 динов. Вообще, эта обсерваторная башня, получается, дает круговой обзор на весь город. Посмотрите.
Слушай, твой, конечно, дождевик смотрится великолепно. Завтра вообще обещают снег. Удачно, да, мы заскочили? Через полчаса скитания мы наконец-то нашли центральный вход. А какой? То есть это визитная карточка. То есть это вот так вот выглядит он на всех магнитиках, открыточках. Я думаю, что это центральный вход. Этим часам уже 300 лет. Они до сих пор работают. Все предельно ясно, где встречаемся. Сейчас идем домой, нужно отдохнуть, перекусить, зарядить все гаджеты и уже готовиться к встрече. До встречи. Очень надеюсь, кто-нибудь придет на встречу. А то я собрал сходку, а никто не пришел. Ну посмотрите, реально на Питер чем-то похоже, да? Вот тоже посмотрите, какой приличный парк. Можно было здесь встречу назначать. Это, вероятно, конечная остановка общественного транспорта. KFC. Но мы не пойдем проверять. Слушайте, вообще так тоже много русских туристов тут. Вроде и не сезон, и ничего, но прям идешь, русская речь отовсюду доносится. Мы просто все заполонили. Привет! Ой, что купили? Что купили? Что купили? Нюхать будешь что-то? Ой, что-то скажи, погода какая-то. Ребят, может, ну его скажи нафиг эту сходку, а? Перед сходочкой нужно отдохнуть. У нас есть еще, наверное, пара часиков, можно поспать. Да, зайчик? Дин, отдыхаешь перед сходкой, да? Ну, отдыхай. В общем, мы решили провести сходку вечером, потому что сегодня рабочий день. И погодка, конечно, шепчет. Дождь идет, ветерок поднялся. Дин торопится на сходку, чтобы не опоздать, да, Зай? Дин, ты не опаздываешь, нет? Нет. Отлично. Ну, пока никто не пришел. Ну, мы чуть рановато. Так, Дина переодели, закутали, полотенчика. Сидим, теперь ждем. Может быть, кто-нибудь все-таки придет, скажи. Но мы зайчику пообещали, что если никто не придет, мы ему купим 100 500 игрушек сегодня. Поэтому он уже хочет, чтобы никто не пришел. Ну, в общем, встреча прошла нормально. Пришло 4 человека. Там некоторые попросили не снимать их, но кое-кого мы все-таки сняли. Мы любим Дина! Thank you, girls. Thank you. Хвала. Bye. Дин молодец, вел себя хорошо, показал все, что он умеет. Ну, не все, частично, что он умеет. Очень людям понравился. Сказали, что Дин такой славный, такой славный. Пошли купим тебе игрушку. 100-500. Да, из потерь мы потеряли его рулетку с ошейником. Свети туда, на землю. Причем ошейником ручной работы. Обидно пипец. Дин, супер. Ходили в зоомагазин, но купить новую рулетку. Я не знаю, мы, наверное, евро на 150 купили разные одежды. Но там такие офигенные вещи. Кое-что прикупили Дину. Сейчас посмотрел, на 8000 рублей накупили. Вот так вот. 2 минуты, и уже нет половины, да, Зай? О, вот это ты ее рвешь. Будет горничная, на чай побольше оставить. Все, нашелся наш ошейник и рулетка. Случайно, когда Дина там водили, взяли в карман, положили, сейчас принесли нам. Ну все окей, короче. Ну а теперь традиционный обзор цен. Мандарины 109 динар. Киви 109. Макароны 156. Сахар 69. Мука. Молоко 85. Яйца 177. Ну, несмотря на то, что за нами гонялись по всему магазину и запрещали снимать, сделали небольшой обзор цен. Так и живем. Погнали.
Что-то Белград, я смотрю, нам совсем не рад. Вчера, несмотря на дождичек, было около плюс 15 градусов, а сегодня плюс 2. Мы решили разделиться. Ира пошла гулять с Дином, а я побежал в машину за куртками. Вот за что я люблю путешествия на машине. Потому что в багажнике всегда лежит нужная одежда. И для Иры тоже. Хотели сегодня с Дином погулять по достопримечательностям. Думали, дождя не будет, потеплее будет. Ага. Очень холодно. Очень холодно, да. Дин идет снимать обложку для видео. Какой красивый Дин. Ты посмотри на меня. Какая красота. Я скажу, не хочу тебя видеть. Что, у Дина дождевик подрезала, да? Мы вчера уже проходили здесь, но сразу не признали. Это площадь Республики, смысловой центр Белграда. Вот он, памятник князю Михаилу. Это излюбленное место встречи всех белградцев. Они часто назначают встречу под конем. У нас в Ростове тоже есть такое место. Но как мы его называем? Под яйцами. Под яйцами, потому что у нас это настоящий конь. Ну, кстати, здесь тоже конь. Ребят, вы осторожнее, насколько я понял, что Симпсоны теперь принадлежат Дисней, а Дисней еще те судильщики. Смотрите, а это гостиница «Москва», один из самых популярных отелей в Белграде. А этот барельеф, он символизирует мощь России на земле, на воде и в небе. Гостиница «Москва» и сегодня очень популярна среди туристов, особенно среди российских. Но мы ее не потянули. Ну, конечно, это было бы невероятно становиться в номере, где жил Гагарин, да? Представляете? А это памятник Николаю II, последнему российскому императору. Все мои усилия будут направлены к соблюдению достоинства Сербии. Ни в коем случае Россия не останется равнодушной к судьбе Сербии. Николай II, июль 1914 года. Не, ну питерцы, что скажете? Похоже же, да, на Питер? Хорошо ходить до дождевичке. Я Мэри Поппинс! Смотрите, а это здание генерального штаба. Его не стали восстанавливать после натовских бомбардировок и оставили как памятник тем событиям. Вот такое назидание потомкам. Хотели перекусить, но нет Макдональдс. Второй раз мы на это не купимся. Это храм Святого Саввы. Один из самых больших православных храмов в мире. Возможно, даже самый большой. Этот храм строится уже более 100 лет. И в зависимости от того, по какой стене мерить храм Христа Спасителя в Москве, возможно, храм Саввы даже больше. Его купол настолько огромный, что его строили изнутри, поднимали изнутри. Эта процедура заняла 28 дней. Несмотря на то, что он еще уже действующий, строительные работы в нем еще идут. Люстра. Как интересно сделано. Арсами, колоннами. Замерз? Так, нормально. А там очень тепло. Фу, мы очень замерзли, хотели попить кофе. Но тут так накурено, господи, ребята, ну вы серьезно? Вон, дозволено пушение, да. Там дети сидят, коты сидят, а вы курите, ну вы чё? Музей Теслы. Не машины Теслы, а изобретателя Николы Теслы. Несмотря на то, что он родился в Австрии, он серб по происхождению, сербского происхождения, его здесь очень почитают. Прикол, они не принимают ни евро, ни карты. У нас всего... Так, без 15:02, значит, начнется экскурсия на английском, и нам нужно еще снять 100 динар.
Вот это тупо, конечно, что карты не принимают. Что тут везде курят, это просто полный пипец. Нигде не присесть, нигде не поесть, ни кофе попить. Нашли какую-то кофейню, где есть курящие и некурящие залы. Курящие на втором этаже, некурящие на первом. Ира уже трескает. В принципе, немножко пахнет, но терпимо, терпимо. Так что кушаем и бежим в Тесла. Вообще очень странно, тут на многих заведениях, и вот на этом, где мы сейчас были тоже, наклеечки висят, что запрещена фото- и видеосъемка. Но мы, конечно же, нарушители. Этот запрет нарушили. Но просто странно, сейчас каждый второй блогер, каждый первый имеет свой Инстаграм, выкладывает туда фоточки, да, там, с кафешечек и так далее. Все равно же их бы отмечали. То есть в чем смысл? Хорошая кофейня получила бы рекламу таким образом дополнительную. Кстати, если вы планируете посещение каких-то музеев, помните, что по понедельникам чаще всего они закрыты. По крайней мере, в Европе. Экскурсия на английском стоит дороже. У нас не хватает денег. У меня есть 5 минут. А теперь бежим обратно. Еще 3 минуты у меня есть. Успеваю, наверное. It's too strong, does it affect your neurons or anything? Yes, if it's no, but it can burn your skin if it's too strong. Палпатин? Да. Видели, я опускаю молнии из рук. Я император. Они фиолетовые. А это урна с прахом самого Теслы. Это настоящий Тесла, а не машина. Тесла. Я не очень люблю музеи, но этот просто впечатляет. Он такой маленький, но сделан с любовью и с уважением. Класс. Обязательно к посещению. Единственный прям такой негатив от этого музея, ну введите вы уже оплату картами. 2020 год на дворе уже. Никто не пользуется наличкой, ребят, вы чё? А это храм Святого Марка. До возведения храма Святого Саввы он был самым большим и самым главным храмом в Белграде. А у его стен находится мощь одного из самых почитаемых правителей Сербии, царя Душана. Какой алтарь красивый. Если правильно встать, то крест получается. Тайна уже масонов, наверное, здесь проходит. Потому что они именные каждый. Сегодняшний ежесекундный ритуал. А это здание сербского парламента, Народная Скупщина. Считается одним из символов Белграда и Сербии не только в плане своего значения, но и архитектурном. И посмотрите, прямо напротив него расположились протестующие в палатках. В России на Красной площади у них бы так не вышло сделать. И несмотря на просто чудовищную погоду, мы выполнили сегодня все наши планы, посетили все, что наметили. И я думаю, это достойно лайкоса, а? Ставьте лайк. Нет, это достойно подписки. Точно. Смотрите, какие руки красные. А собака сидит в тепле под одеялом. Честно говоря, я думаю, он не сильно хуже нас время провел. Ой, Дин попросил его не беспокоить. Ну, войдет. Дин вообще не хочет идти гулять. Он запомнил, видимо, утреннюю прогулку и убегает. Пришлось его ловить. Под одеялом ему сильно больше нравится. Фыр. Пойдешь гулять? Фыр. Пошли уже, скажи. Вы вообще удивитесь, но город называется не Белград и не Белгрейд. Это Биоград. Ударение на О и никакой буквы Л. Биоград. А вот этот столб показывает расстояние до аналогичных мест в других городах, то есть для прогулочных улиц. Но, как видите, его снесло ветром. Дин, тебе пишут, что ты очень избалованная собака. Ты в курсе? Что ты скажешь в свою защиту? Я звезда, мне можно. Опять? Это уже отмазка была в позапрошлой серии. Я суперзвезда, и мне можно. Я замерз. Греюсь. Ире хорошо, ее так согреет. Ну вы же не думали, что мы уедем из Белграда
не пожрав. И сегодня мы будем есть в одном из самых известных заведений Белграда, ресторане «Три шишира», что переводится как «Три шляпы». В путеводителях пишут, что в этом ресторане очень маленькие порции. Не верьте им. Я заказал плескавицу. Во-первых, эти плескавицы гораздо толще тех, что мы делаем в доме. Во-вторых, они такие сочные, просто божественно. Ну и хлеб. Местный хлеб они делают сами тоже. Просто супер. Рекомендую. А это белградский крем-пай. Ну, выглядит классно, но я такой не очень люблю. А вот Ира очень любит. Цыгане любят песни, песни есть простые. Цыгане любят песни, песни золотые. Мама, мама, комедия. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Итак, обещанный рум-тур. Ира придумала новое название такому стилю отелей. Как называется? Темная Икея. Да, темная Икея, потому что здесь очень темно и все из Икеи. Вообще, в целом, отель нормальный. Стилистически он похож на то, что было в Варшаве, но на минималках. Как видите, достаточно просторный номер, Дину есть где побегать. Несмотря на то, что здесь тоже вода обогревается с помощью бойлера, напор воды хороший, гораздо лучше, чем у нас в Будве. И нормально, хоть Ира смогла голову промыть. Номер, как обычно, обошелся примерно $50 за ночь, но это вместе с парковкой. Кстати, поели мы вчера всего на 3200 динаров. Это примерно $30 или 1800 рублей. Что, в принципе, не так дорого, потому что путеводители утверждали, что здесь очень дорого и маленькие порции. Видимо, это такой способ борьбы с раскрученным заведением с помощью отзывов в интернете. Вчерашние, конечно, посиделки в ресторане были такой жирной, классной точкой. Я вообще не фанат ни таких ни заведений, ни музыки, особенно когда вот это вот начинают приставать там, играть. Но вчера это все было так в тему, просто под настроение они попали. Супер. Все супер. Спасибо, Белград. Я люблю Сербию. Смотрите, цены на топливо в Сербии. Дизель 167,40 динар. 95-е топливо, бензин, 95-й бензин 148,40. Это чуть-чуть дешевле, чем в Черногории. Мы залили полный бак. Вот эта заправка низ, это саб-бренд до Газпрома. Так что тот же самый Газпром, считайте. Расскажи, тебе понравилась Сербия? Ты с фанатами встретился. Можно ехать в путь. Ты с таким умным видом смотрел, как будто что-то понимаешь там. Я же специально играл на камеру. Это классно, то, что получается мы по темной проехали вот эту часть по пути туда, а теперь по пути обратно едем в светлую. Получается, всю дорогу мы посмотрим в светлый период времени. Кайф. Не хочешь общаться, что ли? Нет, он облизывает одеяло. Как тебе не стыдно? А? Что, ну тут солидно прям навалило, да? Вот столько снега точно тут не было. Что такое серьезно? Дорога очень сложная. Да ладно, вон чуваки гоняются. Но они горцы. А это нет. Очередь небольшая. Добрый день. Хвала.
проверяй быстренько. Такса в этот раз решила даже вообще не вылазить. Да, в прошлый раз он хотя бы делал вид, что он нелегалом переходит, а в этот раз вообще забил. Ну, я его не буду тормошить. А он что-то пошевелилось. А, да? Куртка моя пошевелилась, это, наверное, он. Да, под твоей. Все, мы почти в Черногории, почти дома. Вообще огромное спасибо Сербии, она была очень приветлива. Если бы не погода, так вообще все было бы идеально. Белград вообще отличный туристический город, практически все разговаривают по-английски. По-русски, конечно, не так разговаривают, как в Будве. Что-то ты какая-то грустная. Покажи свое веселье и наслаждение Сербией. Так мы же уезжаем из Сербии. А, ты грустишь. Ну да. Добрый день. Что има от багаж? А? Багаж. Открыть? Не, что има? Личные вещи. Да. Хвала. Всю дорогу проспал, всю Сербию. Ничего, в Черногории тоже хорошо, скажи. Ой. Что, поехали в Будву, да? Поехали, скажи, что стоишь уже? Ну ладно.